Всем привет! Сегодня я расскажу, как я солю селедку. Точно таким же способом можно готовить скумбрию. Весь процесс один в один. Рыбку вы выбираете сами, какую будете готовить. Селедочку нужно взять свежую. Допустим, в сезон, когда она ловится, можно самим наловить, если есть возможность. Если вы покупаете на рынке замороженную, выбирайте обязательно целенькую, чтобы у нее была голова. И медленно в холодильнике ее размораживаете. Чтобы у вас получилась действительно хорошая вкусная селедка, вам ее нужно правильно выбрать. Если вы не сами ее, конечно, наловили, а покупаете на рынке. То есть, если она у вас заморожена, вы, конечно, не сможете посмотреть. А если дома разморозили, просто проверить. Очень часто рыбу замораживают и размораживают несколько раз. После этого она уже непригодная для соления. Вот так нажимаете пальчиком, у вас мясо должно восстановиться. Если она осталась ямка, проваливается мясо, оно плохое и не получится у вас ничего хорошего. Далее нам нужно приготовить рассол. Мы берем воду, количество такое, чтобы вся рыба была под этим рассолом, чтобы его хватило просто, смотря какое количество рыбы у вас будет. Я взяла 3 литра. На каждый литр воды нам понадобится 3 столовые ложки соли на каждый литр. Вот с небольшой горкой я делаю. У меня 3 литра, соответственно, я буду добавлять 9 ложек соли. Соль должна быть крупная, не йодированная, ни в коем случае не мелкая, экстра. И на каждый литр мы добавляем 1 столовую ложку сахара, тоже с небольшим бугорком. 3 литра, соответственно, 3 столовые ложки сахара. Воду доводим до кипения. Добавляем лавровый лист, душистый перец и черный перец горошком. Это такие вот основные ингредиенты. Все остальное можно добавлять только по вкусу. Кто-то любит гвоздику, пожалуйста, можно добавить гвоздику. Вот я, кстати, люблю. По одной палочке я добавляю буквально на каждый литр. Можно зерна кориандры, зерна горчицы. Все на ваш вкус. Каждая приправа дает свой такой оттенок, очень интересный. Маринад кипятим буквально минуточку, выключаем и даем ему полностью остыть. Посуду для селедки лучше всего использовать либо стеклянную, либо эмалированную. Солить можно, в принципе, любым способом. Можно целиком, можно тушки, можно кусочки. Вот если вы будете готовить целую рыбу с головой, с хвостом полностью, не потрошенную, вот она получается самая вкусная, но она и готовится дольше всех. Можно просто взять тушки одни, сделать. Для этого мы убираем голову, убираем хвостик. Плавнички и чистим. Тушки хорошенечко промываем, чтобы внутри все было чистенькое. И укладываем также в стеклянную баночку. Старайтесь просто, чтобы они у вас все поместились и все потом можно было их залить. Кстати, если вы хотите быстро посолить, вы можете вот эту тушку просто нарезать на кусочки. Буквально 2-3 сантиметра. Вот так нарезали и точно так же в баночку уложили. Будет готовиться намного быстрее. Теперь в остывший рассол можно добавить уксус. Это не обязательный такой момент, но я лично добавляю. Мне нравится с уксусом. 1 чайная ложечка на 1 литр. У меня 3 литра. Я добавляю 3 чайные ложки. Все хорошенько перемешали и заливаем. Если вы будете использовать гвоздику для маринада, ее желательно выловить или убрать. Вот, допустим, перец или лавровый лист не страшно в маринаде. Если он попадается, хорошо даже. А вот гвоздику лучше вытащить. Рыба должна полностью быть покрыта маринадом. Если вот она у вас всплывает или у вас не хватило маринада, допустим, можно поставить гнет, чтобы рыбка обязательно ушла под воду.
Рыбку накрываем крышечкой, пленочкой, чтобы она у нас просто так открытая не стояла. Ее нужно оставить на столе буквально на пару часов. После этого мы ее отправляем в холодильник, уже готовится, либо любое прохладное место. Температура должна быть чуть выше 0. По времени, сколько она готовится? Вот такая целая будет готовиться минимум 3 дня. Если вас устраивает, такой домашний малосольный вариант, пожалуйста, через 3 дня ее можно кушать. А вообще, чем дольше она полежит, тем лучше. То есть я бы советовала, 4-5 дней. Вот она будет, чем дольше лежать, тем вкуснее она будет становиться. И она больше станет похожа на такой магазинный вариант. Хранится она точно так же в этом рассоле, это неделя. Больше не стоит ее хранить. Это чуть меньше готовится, то есть через 2 дня уже ее в принципе можно пробовать. Но то же самое, чем дольше она полежит, тем вкуснее она будет. Она будет дальше немножко просаливаться, но не сильно, то есть она будет в меру. Если через 2 дня будете пробовать, вот вы сами поймете, она будет такая немножко малосольная, хрустящая. Через 3 дня она будет уже прям вкусная. Если вы будете прям мелкими кусочками нарезать, это можно пробовать уже через сутки. И точно так же, чем дольше полежит, тем вкуснее будет. Рыбка у меня готова. Это та, которая стояла чуть дольше. В баночке она быстрее немножко просаливается, поэтому мы ее, честно говоря, уже съели. Еще подскажу, вот если кто-то будет готовить точно так же, как и я, не одну рыбку, допустим, а много, как ее хранить. То есть она у вас в рассоле какое-то время, конечно, может полежать, но лучше всего сделать ее порционно, по 1 штучке или по 2, так, чтобы вам удобно было достать и покушать. Просто ее раскладываем по пакетам и замораживаем. Вот сколько вы обычно достаете, чтобы на раз покушать. Или, допустим, на праздник, на салатике куда-то. Будет супер. Вот в таком виде. Перекладываем и в морозилку. Когда вам понадобится, вы по 1 штучке или по 2 пакетика можете спокойненько достать, разморозить и кушать. На Новый год у вас будет, она спокойно долежит. То есть, в морозилке, по крайней мере, у меня где-то до полугода она точно спокойно лежит. Хранится хорошо. Размораживать, естественно, без микроволновок, без всего, просто в холодильнике. Достали заранее, и оно у вас потихонечку будет лежать, оттаивать именно в холодильнике. И одно я нарезала, чтобы показать именно в разрезе, как она выглядит в готовом виде. Как обычная селедка, в общем-то, ничего нового. Вкусная, нежная, и, как видите, это несложно приготовить самому. Попробуйте сами. Всем спасибо и приятного аппетита. Пока-пока.